Всем привет, меня зовут Вита, я автор кукол и игрушек, а также коллекционер кукол. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю в необычном месте, это мой дом, он еще в процессе стройки, поэтому фон такой аутентичный, я бы сказала. Но я уже здесь живу какое-то время, периодически езжу в квартиру, но в целом уже все довольно здорово, и мы сейчас активно продолжаем его делать. Поэтому снимаю я тоже здесь. Как видите, здесь уже мой компьютер. Ну все, автоп закончен, теперь к делу. Как вы поняли из названия, речь пойдет о магазине Dolls for All, который не так давно стал известен на всю кукольную округу, но не совсем о нем. Собственно, я долго думала, высказывать свое мнение или нет. И в целом просто о магазине говорить как бы не хотелось, потому что я не имею прямого отношения к нему. И вообще ко всей ситуации, не являюсь не пострадавшим ничего. Да и не супер-то я большой блогер, снимаю редко и по мановению души. Вот. Но тут сложно было молчать, и я делала небольшой пост в телеграм-канале. Ну, кому надо, те увидели. Но именно вся эта ситуация навела меня на мысль о том, что я могу поделиться какими-то своими наблюдениями о том, как поддерживать нормальные взаимоотношения со своими заказчиками, своими клиентами, о том, каких принципов надо придерживаться в деловом общении, если вы развиваете именно какой-то свой маленький бренд, свое небольшое дело. То есть мы не будем говорить ни о каких гигантских компаниях, хотя многие принципы и у них можно подсмотреть и понять, как делать надо, как не надо. Вот. Но мы будем говорить именно о чем-то частном, да, о самозанятых, о каких-то маленьких своих группах, о маленьких частных магазинчиках, или, может быть, даже об авторах, там, кукол и так далее. Вот. Я буду говорить с позиции владельца такой небольшой литейной мастерской, который работает тоже с авторами и с какими-то, да, суммами денег. То есть вот это тут существенно, то есть то, что вы будете брать со своих заказчиков деньги, и именно об этой ответственности мы поговорим. Вот. У меня нет никакого специального образования, это просто мой опыт в протяжении многих лет собранный. И если вам будет откликаться, мне будет интересно узнать. Так что пишите в комментариях. Если вам есть что добавить, тоже пишите в комментариях. Если вы со мной не согласны, тоже пишите, потому что тема интересная и хочется ее обсудить. Но так как все-таки началось все это с Dolls for All, я вкратце расскажу о ситуации. Мало ли кто-то не знает. Если вы, например, в авторской тусовке крутитесь и особо не следите за рынком там, перекупщиков, посредников, то вы можете и не знать, конечно. Хотя тут уже все блогеры осветили, и все это очень прогремело, и деваться уже как бы от этих новостей некуда. У меня здесь есть небольшая сводочка, я буду подсматривать, я даже сценарий сделаю. Давайте пройдемся вкратце по хронологии. Я не буду описывать там все скабрезные детали, не буду высказывать свое личное мнение об участниках конфликта. Просто вот пройдемся по хронологии. Смотрите, 23 или 24 августа вышло видео на новом YouTube-канале Киры «Скандал». Почему 23 или 24? Потому что у Киры недавно снесли YouTube-канал, и я просто не смогла найти точную информацию, когда вышло видео. Я его увидела практически сразу. Да, мне кажется, я его увидела даже в тот же, ну вот ближайший, наверное, час. Вот мне бы оно просто вышло сразу в рекомендациях. Я вообще на YouTube активно сижу. И я увидела такая, ого, знакомое какое-то название. Dolls for All. Вот. И решила посмотреть. Кира там довольно красочно, с кучей подробностей описывала ситуацию, в которой магазин задерживает заказы, доставки кукол. При этом задерживает уже серьезно. Кто-то даже с ноября, кажется, ждет, кто-то с мая ждет. И мало того, что они задерживают, они постоянно кормят завтраками. То есть Кира приводила в пример переписки, приводила в пример как бы реальные скриншоты вот реальных переписок покупателей сначала с менеджерами магазина, потом с Миленой лично, это владелица магазина. И ничего хорошего там не было. То есть вы можете перейти к Кире в группу ВКонтакте, я оставлю ссылку, потому что YouTube удалили, как я говорила, и сейчас она дублирует видео ВКонтакте, можно посмотреть там. И также в ее телеграм-канале, я, ссылки оставлю, посмотрите, если надо. Там можно увидеть все скриншоты, все, но самое главное, что я здесь хочу озвучить, это то, что по этим перепискам, по этим скриншотам было понятно, что
как бы ответственные лица, да, либо продавец, либо владелец, они увиливают от ответа. То есть, когда будет кукла, когда будет доставка, там, завтра, через неделю, через 3 дня, через 10 дней. И так человек возвращается, опять спрашивает, а когда? Ему опять говорят, ой, завтра, ой, послезавтра. И так может быть несколько раз. Там чуть ли не до 10 раз доходило, когда человек спрашивает, а его все время кормят завтраком, говорит, я приеду. Человек приезжает, ему говорят, ой, а куклы нету. И вот так это и происходит. И, конечно, люди начали возмущаться. И, в общем, Кира все это осветила. Оказалось, что пострадавших немало. Мне кажется, их несколько десятков. Больше десятка точно. Я вот сейчас открыла телеграм Милены. И вижу, что первые ее ответы еще 18 августа. Возможно, видео Киры вышло раньше. Я не знаю. Или какие-то слухи были еще раньше. Как бы это я не видела, это я не знаю. Но, в общем, вот первые ответы Милены, они с 18 августа. И, соответственно, после выхода видео появляются ответы Милены, и они, честно говоря, достаточно странные. Они достаточно издевательские, я бы сказала. То есть я могу процитировать. Ну что, поиграем в детский сад? Всего на минуточку желтым газетенкам и хейтерам назло. Ну, в общем, не очень красиво, да, как официальный ответ представителя, это уже странно звучит в ответ на публичные довольно серьезные обвинения. Пиздеть языком могут все, а оставаться человеком, увы, ах, к сожалению, нет. Вот так вот отвечает Милена в ответ на доказательства и конкретные скриншоты и конкретные вопросы. Вот. Также я не могу здесь не упомянуть, что Милена закрыла комментарии в Телеграме и в группе ВКонтакте, и группа в целом сейчас закрытая, и людям, соответственно, некуда писать свои вопросы. А, конечно, те, кто, например, столкнулись с такой ситуацией, но еще не были в контакте с Кирой, они вообще не знали, куда писать, и они напугались, и кому-то надо писать. В итоге люди стали писать блогеру Анастасии Абрамовой и вообще блогерам. Почему? Вопрос. Почему? Причем здесь блогеры, да? Потому что у блогеров была реклама. Достаточно продолжительное время. Это может быть неоплаченная реклама, что угодно, но как бы они советовали этот магазин, они говорили, что сами приобретают. И по этой причине, конечно же, люди хотели получить ответ и от них, потому что они напрямую в контакте с продавцом, потому что они напрямую рекламировали этот магазин. И, конечно, ответ от них получить хочется. Вот. Большинство высказались, да, спустя какое-то время, не прям сию же секунду, но в целом большинство, кто как-то взаимодействовал с этим магазином, рекламировал и так далее, они высказались. Не высказалась Анастасия Абрамова. Очень долго она не высказывалась. Тоже я сейчас по хронологии пройдусь и скажу вам, когда что было. Вот. И Настю стали приплетать тоже ко всем проблемам, писать ей негативные отзывы, негативные комментарии, да, спрашивать, а что, а как, искать какие-то там связи ее с магазином. Что я хочу сказать по этому поводу? Да, у Насти есть связь с магазином, определенно точно, что она не просто сняла один раз в своем ролике, как другие блогеры, что она сотрудничала с ними, видимо. Мы не знаем, за деньги, не за деньги, может, по доброте душевной, реально. Может, вот просто ей очень понравилось, захотелось поддержать. Но она с ними сотрудничала, она их пиарила, она их рекламировала, она все снимала, она приглашала мастеров. Конечно, к ней будут вопросы, потому что она комментарии закрывать не стала. И это остался единственный канал связи для людей, которые были немного напуганы. Потому что Милена пишет издевательские посты, по фактам она не отвечает, Анастасия также публично молчит и не отвечает. Но комментарии открыты, все бегут туда. Вот. Что еще я хочу сказать, что каких-то прям пруфов, что Анастасия что-то плохое сделала, нету, и слава богу, и надеюсь, не будет. Но я видела комментарии про то, что вы вообще к Анастасии лезете, что вы ее спрашиваете, в чем она виновата. Она не виновата. Она могла ошибиться. Она могла не знать. Могла знать. Мы тоже не в курсе этого. Вот. Но она сохраняла молчание. Она сохраняла молчание в течение многих дней, пока паника нарастала, пока люди спрашивали, пока они не понимали, что происходит, пока Милена молчала. Это странно. Согласитесь, это странно, когда человек так или иначе причастный, молчит много дней. И молчит вместе с организатором, можно сказать, магазина, с владельцем магазина. Это странно. Это вызывает вопросы, и объяснения, и ответы на эти вопросы мы так и не получили, к сожалению. Возможно, и не получим. Слушайте, если я ошибусь в датах, то извиняйте. Я просто посмотрела по телеграммам, там столько этих чатов, столько скриншотов, что я уже запуталась. Поэтому
Я буду говорить, как я нашла. Если что-то неверно, это неумышленное искажение. Если неверно, пишите. Внизу я закреплю там комментарий, или не знаю, люди увидят. Вот. 25 августа на канале Милены появляется информация о том, что будет видеообъяснение. И информация эта появляется тоже очень странно. Ну, в смысле, в странных формулировках. В ближайшие несколько дней я предстану к вам с видеообращением. Будет много интересного, что, думаю, перевернет понимание людей и куклосообщества в целом. Вот, чтобы вы понимали, до этого мы ничего, никакого адекватного ответа не получали. Но тут в этом посте они принесли извинения, и, в общем-то, ничего больше целесообразного мы не получили. Сказали, что да, будут делать возвраты, что будут новые сроки доставки. Вот, и после этого люди стали ждать обращения президента. Президента кукольного магазина. Так, я все-таки не могла никак оставаться в стороне, потому что я снимала видео на Доллмаркете и хотела его выложить. А на Доллмаркете также активно представлялся этот магазин. Милена лично выступала при поддержке организаторов. И, для меня было странным просто молча выложить. Для меня было странно просто молча выложить видео и проигнорировать всю происходящую ситуацию, когда ее уже везде освещают, и все вот это происходит. Вот, и я поэтому 26 августа сделала небольшой пост. В общем, я сделала краткий пост об этой ситуации, что обещала видео Soul Market, вот такая ситуация. И, в общем-то, все там источники связи заблокированы. В общем, в связи с этим я решила не выпускать видео с выставки. Напрямую я отношения не имею, но и молча выпустить видео мне показалось странным. И также дописала, что, по моему мнению, должен быть публичный ответ от причастных в тех местах, где большинство это увидит. И, конечно, от выставки тоже, так как пиар магазина был на ней. Все, что я написала. Сперва я написала, что Анастасия не отвечает на комментарии и подтирает их. Я это увидела где-то в скриншотах или в переписках, но лично прям пруф я не видела, поэтому я эту информацию после убрала и считаю ее недостоверной. Вот, собственно, Настя мне написала, что за провокация. Я не стерла ни один комментарий. Помогаю пострадавшим, нахожусь с ними на связи. Я пишу, что ни в каких официальных источниках нету информации, что ты как-то осветила ситуацию, находишься с ними на связи. Почему я здесь все это проговариваю? Потому что мне, показалось это немножко несправедливым. Такая реакция на мой достаточно сухой пост, так сказать. Я никого напрямую прям не обвиняла, ничего такого не писала. Вот. И мне показалась реакция странная. Я сходила специально, проверила группу ВКонтакте Насти, YouTube Насти ВКонтакте, специально зашла в Телеграм, хотя на него не была подписана. Никакой информации нет. Последнее, что я увидела, когда зашла, вы все это можете у меня в Телеграм-канале увидеть, я сделала скриншоты. Это видео про... Я попала на 350 тысяч. Это видео другой девушки про другого мошенника. Настя его репостнула. И первый же комментарий под этим постом: а про другого мошенника не хотите ли вы рассказать? То есть никакой публичной информации. На момент, когда Настя мне написала, что иди, Вита, и проверь в мой блог, все в открытом доступе, не было. Единственное, что было, это комментарий, который Настя мне и переслала. Комментарий из ее чата. Как вы понимаете, для публичной личности с большой аудиторией это не то место, где нужно делать какую-то публичную информацию. И люди не должны ее так искать, когда ситуация уже сильно освещается, когда она на все сообщество гремит, и люди хотят ответов. И если уж другие люди не нашли этот комментарий, то я и подавно не должна была. Вот. Так что я считаю, что тут я никого ни в чем не обвиняла. И, в общем-то, вот так. Вот. После этого, собственно говоря, в этот же день Настя наконец-то дает какое-то небольшое публичное освещение. Она записывает голосовое, что ждем ответ Милены, ждем их видео с объяснением. Пока ничего не понятно, я ничего говорить не хочу. Имеет право, но, как мне кажется, что Настя должна была сразу, когда все начало освещаться, написать, что «Здравствуйте, знаю о ситуации, ничего сказать вам пока не могу, разбираюсь». Да? Людям этого будет достаточно, чтобы успокоиться. Я думаю, вполне. И уже отношение изначально было бы совсем другое и к Насте, и если бы Милена, например, тоже не стала писать вот эти вот довольно обидные посты, а сказала бы: да, знаем о ситуации, прошу прощения, так случилось, разбираемся, скоро публичный ответ дадим. Разве это не намного более адекватно и не вызывает ли больше спокойствия у зрителей, наблюдателей и так далее? Непонятно для меня, почему люди так не сделали.
27 августа у Киры снесли YouTube-канал, а для этого нужно 3 страйка. А страйки считаются в сообществе блогеров, это прям моветон. Ну, знаете, это прям вот как, не знаю, лично прийти и человека побить. Ну, это очень некрасиво, это неправильно, так не делается. Обычно все стараются обсудить заранее, до страйков. Вот. Ну, кто снес, мы не знаем, никто не знает. Собственно, Кира разбирается. Подозревать можем, кто это сделал. 27 же августа вечером выходит видео большое от магазина Dolls for All, где Милена рассказывает о ситуации. Вот, группа ВКонтакте у нее закрытая, поэтому не все могли посмотреть это обращение. Но, опять же, у Киры в Телеграме есть выжимка и запись. Можно зайти к ней, поискать, посмотреть. Вот. Ну, это обращение, конечно, даже не знаю, что о нем сказать. Это странно. Это просто странно. Ну, для меня это странно. Свое мнение я, наверное, сейчас... Давайте так, я сейчас скажу свое мнение по поводу именно этого обращения. И дальше мы перейдем уже конкретно к разбору основных принципов ведения дела, то, что я говорила. Вот, потому что все-таки я хочу высказаться. Что я могу сказать со стороны? Милена не выглядит как мошенник, который решил стать мошенником. Не выглядит так, что она это планировала. Я так скажу, что она планировала не доставлять кукол, планировала все вот это устраивать и так далее. Я буду говорить, исходя из мысли о том, что Милена не хочет быть мошенником, не планировала никого обманывать, и так как обратное не доказано, и как бы это должно устанавливаться в суде, мы будем исходить именно из этой версии. Если исходить из этой версии, то странным кажется все с самого начала. Это то, что изначально людей кормили бесконечно завтраками. Что, опять же, не сказали им: извините, проблемы с логистикой, мы профокапились, доставка займет очень много времени, пожалуйста, либо ждите, либо возврат средств вам сделаем. Но, в принципе, тут понятно, что возвраты средств никто не хотел делать. Вот. Изначально это никому не приятно, да, никакому бизнесу никто не хочет делать возвраты. Вот. Но все равно можно было бы честно людям сказать, а не по 10 раз их кормить обещаниями. И там была ситуация, когда девушки сказали: да, мы отправили куклу, а в итоге пришел только Стич. А кукла не пришла. Ну, вы представляете себе ужас человека, который вот месяц, может быть, выпрашивал доставку и в итоге получил Стича вместо своей куклы. А люди заказывали куклу на большие деньги. То есть там и не 10 тысяч, и не 20, и может и 100 тысяч, да, то есть это большие деньги. И мы получаем вот такую ситуацию, то есть изначально уже все странно, непонятно, окей, потом с объяснениями тоже все непонятно, и в итоге мы получаем видеообращение в закрытой группе без возможности комментировать. Что ждали люди? Люди ждали подтверждения, что куклы заказаны, каких-то объяснений по поводу чеков, где чеки, что, как. Ждали объяснений по поводу ситуации, почему так случилось. Почему случилось так, что куклы, например, не были заказаны, или доставка так пострадала. Что произошло? Мы получили часовой монолог Милены о трудностях жизни, работы и о том, как токсично кукольное сообщество, и как она добрая и прекрасная пыталась сделать его лучше. Вот. И открыла большой магазин в центре. Вот это все, что мы получили. Да, она принесла извинения. Ну, это странное извинение, как бы в окружении всего остального, что она говорила, это странно. Вот. Ну, спасибо и на том. Что еще? Обещала делать возвраты. Вот. Обещала работать дальше. Ну, окей. В общем, в целом могу сказать, что для меня все это детский сад. Это выглядит как слова девочки, которая хотела успешного успеха, посчитала себя очень крутой, обалденной, офигенной, и всех остальных считает дураками, видимо. Я не знаю. Но вот из обращения Милены мне показалось, что как бы да, она считает, что все виноваты, а она старалась сделать как лучше. Но только тут она не понимает, что одно дело какие-то личные взаимодействия, да, эмоциональные взаимодействия, а другое дело бизнес, где ты берешь деньги, и у тебя есть конкретные обязательства, которые надо выполнять. Если ты их не выполняешь, за них надо отчитываться. Вот что я хочу сказать. То есть я не считаю Милену мошенником, который собирался им стать, но это все привело к тому, к чему привело, именно самоуверенность, может быть, непонимание каких-то бизнес-процессов, может быть, то, что она считает себя очень крутой. Вот что-то вот из этого всего привело к тому, что есть сейчас. Но наработать репутацию очень сложно, а похерить ее проще простого. Особенно, когда вы совершаете такого масштаба ошибки. Знаете, вот люди писали: ошибиться может каждый, что в бизнесе никто не ошибается. Ошибиться может каждый, в бизнесе ошибаются постоянно.
Но это не одна ошибка. То есть десятки пострадавших людей – это не одна ошибка, это много ошибок. Это значит, в основе своей лежит, в основе вот дела лежит ошибка. То есть где-то человек пошел не туда. И пострадавшие люди не должны расплачиваться за чужие ошибки, за ошибки чужого бизнеса. Они не должны прощать, не должны понимать. Да, они могут потерпеть немного, могут понять, да? Все-таки человеческое отношение мы не отменяем. Но не в той ситуации, в которой все это развивалось, и в молчании, да, в каком-то в издевательстве, в обмане. То есть после видеообращения Милены я почувствовала себя оплеванной, что вот мы никто не понял, мы все глупые, мы никто не поддержали, мы не должны. Никто не должен тебя поддерживать. Свой путь каждый проходит сам, и особенно в заработке денег. Никто другой не должен, как это сказать, ты не должен зарабатывать деньги за счет чужих нервов и денег. Люди не хотят это представлять. Люди хотят получать услугу. За хорошую услугу они готовы поддерживать. А за то, что вы трепете им нервы, они не будут вас поддерживать. Вот и все. Вот мое мнение по поводу этой ситуации. Я очень надеюсь, что все-таки Милена будет возвращать деньги, хотя сейчас, как я понимаю, все не так просто. Этого по-прежнему не происходит в том объеме, в котором люди этого хотят, и так быстро, как люди этого хотят. Кто-то недавно вызвал полицию в магазин Милены, поэтому доступ туда сейчас закрыт. Ну, вот как есть. Все, дальше я про это говорить не хочу, потому что я больше ничего про это не знаю. Все, давайте переходить к самому главному. Вкратце-то я, конечно, озвучила, какие, мне кажется, ошибки допустила Милена, но мы сейчас будем говорить о конкретных принципах, и вы, наверное, сами уже поймете, где что. Если вы следили за конфликтом, вы прям подробно увидите, где что было не так. Если вы не следили, вы можете пойти почитать в разных телеграм-каналах, в разных группах, это уже везде все выложено публично, поэтому вы можете сами потом пойти и проанализировать. Так, давайте начинать. Все. Первый главный принцип – это доверие. Да, вот так вот просто – это доверие. Как же оно строится? Понятно, что реклама и популярность влияют на лояльность. Знаете, не на доверие даже, а на лояльность аудитории. Чем больше они вас видят, чем больше они вас видят у лиц, которым они доверяют, тем более лояльной становится аудитория, ей уже интереснее с вами взаимодействовать, они уже думают о том, а может быть, к вам обратиться, да, неважно зачем, за заказом куклы, за, не знаю, авторской работой, за услугой, за чем угодно. Вот. Лояльность и доверие – это важно. Но это только такой поверхностный пункт. Это прям, знаете, вот прям макушка айсберга. Быть на виду, быть разрекламированным, потому что потом людей, которые к вам придут, надо удержать. И чем мы их должны удержать? Для меня вот самый основной принцип, вот то, что всегда держало меня на плаву даже в самые сложные времена, помогало мне и в обучении, и в универе, и вообще везде, и в бизнесе. И всегда помогало. Это честность и быстрый ответ. Вот серьезно. Если у вас что-то случилось, вы не можете выполнить услугу, вы что-то не знаете, как сделать, не знаю, затянулись сроки, вы должны быть честны, вы не должны кормить завтраками, вы не должны обещать, вы должны сказать: здравствуйте, случилось вот так и вот так. Вот так я решаю эту проблему, в такие сроки постараюсь. С вами свяжусь. Если не получится, я вам сообщу, да, там можно упомянуть, что, например, в случае вообще, что вот вы думаете, у вас ничего не получится, вы можете упомянуть в случае там того, что все пойдет не так, я верну вам деньги. То есть человек должен быть спокоен, он должен понимать, что происходит. И это абсолютно нормально. Но тут важно не переходить на эмоции. То есть не должно быть такого, что вы человеку пишете: ой, мне так плохо, я так страдаю, у меня депрессия, или ой, я в больнице, представляете, у меня все болит. Вот этого быть не должно, вы должны четко по делу сказать: здравствуйте, я в больнице, к сожалению, так сложилось, я помню о вашем заказе, я вот как только так сразу буду над ним работать, не переживайте. То есть общение должно быть достаточно сухое, без лишних эмоций, без лишних красок. Вы не подружке пишете, вы пишете своему клиенту. Что еще? Да, я сказала быстрый ответ. Быстрый ответ, доступная связь и быстрое решение конфликтных ситуаций. Быстрый ответ и доступная связь – это тоже, вот, наверное, самое важное. То есть, если человек может вам написать и получить ответ там хотя бы в течение суток-двух, это я могу сказать, что быстрый ответ. Если вы маринуете человека очень долго, ну, например, не по поводу, например, нового заказа, а вот он уже сделал у вас заказ, хочет получить какую-то информацию, какие-то ответы, пишет вам, а вы ему несколько дней не отвечаете. Это уже очень сильно подрывает доверие, это уже портит отношения заказчика, и
ну, конечно, это уже оставляет негативные эмоции. Так делать нельзя, я вообще не советую. Даже если вы вот так прям вот не можете отвечать на сообщения. Ну, напишите одну строчку. Ну, вот просто напишите по делу, да. Не надо общаться, напишите по делу. Типа, да, я помню про ваш заказ, я работаю. Или да, я помню про ваш заказ, извините там за ожидание. Ну, вот такие вещи. Вот. Потому что большинство конфликтов начинается в итоге с этого. С того, что человек кормит завтраками, человек не объясняет, что происходит. Потом, когда все собирается, человек перестает в принципе отвечать. У меня вот такая ситуация была с моей лучшей подругой. Даша Романова, думаю, многие знают. Мистер Хелвис, она ящериц шарнирных делала. Она взяла большие заказы, и она не справилась. То есть она просто поняла, что она не справляется с этим потоком, и делать их намного дольше, намного сложнее. И из-за того, что она там все сроки профокапила, она просто перестала отвечать людям, которые у нее заказали. И это, конечно, кринж. Извините, это кринж. То есть, да, это моя подруга, но я и с ней это обсуждала 100 раз, ей это объясняла, что так делать нельзя. Вы должны быть всегда на связи, даже если что-то идет не так. Конечно, мы убираем за скобки реальное намерение кого-то обмануть. То есть я сейчас говорю о честном человеке, который там просто не справился или еще что-то. А о том, что вы прям реально хотите кого-то обмануть, такого мы вообще даже не имеем в виду. Вот. То есть всегда надо оставаться на связи и быстро отвечать. И объяснять все ситуации, которые возникли. То есть тут вы должны играть даже на опережение. То есть не должно быть такого, что, например, вы бы обещали срок через 2 недели, 2 недели прошло, и вы молчите еще неделю, потом еще неделю, и вот человек уже сам вам пишет. Такого быть не должно. Вы должны играть на опережение. Прошло 2 недели, написали: «Здравствуйте, я не успел». Или «Здравствуйте, я работаю, нужно больше времени». Все, вы максимально успокоите человека, он будет снова ждать. Да, люди, конечно, есть все разные, но я говорю в целом об адекватных людях. Вот я сама такая, да, я нормально, там, если мне объяснят, я нормально жду, у меня нет никаких проблем с этим. Так, второе, про это вкратце я уже сказала. Никому нет дела до вашего физического, ментального и денежного состояния. Человек, который обращается к вам за услугой, он хочет получить услугу. Ему все равно, что у вас происходит, и, в принципе, это нормально. Да, если вы какой-то блогер, если вы публичная личность, вы можете транслировать свое состояние, свою ситуацию, вы можете рассказывать, быть в диалоге как с друзьями, да, со своими подписчиками. Но если дело касается каких-то финансовых взаимодействий, в деловых диалогах вы должны придерживаться строго делового тона. Это очень важно. Очень. Вы не должны позволять себе на человека, который заплатил вам деньги, сливать какую-то свою информацию о болезнях, о негативе, об эмоциях. Да? Даже если это ваш друг, который у вас что-то заказал. То есть, например, вот с Аней Пушкиной я работаю уже лет 10, мне кажется. То есть очень долго. Вот. И у нас с ней достаточно дружеское общение. Но все деловые вопросы мы решаем, например, через группу Литейки. А наш личный чат – это наш личный чат, где мы обсуждаем какие-то свои дела. Или, например, какие-то сложности происходят. То есть деловое общение сугубо по делу, сугубо мы четко расставляем, когда, какие сроки изготовления кукол, да, какие проблемы происходят, что, как, то есть всегда держится в курсе. Этот диалог заканчивается, мы ставим точку, и все. И уже мы можем поговорить о личном. Так и должно быть. Причем с обоих сторон. То есть у меня тоже была ситуация, когда случилась там проблема с литьем. Вот, я этого не увидела, и человек мне написал в духе, что 3 дня рыдала, как вы могли. А я такая, я даже этого не увидела, но вы можете просто мне написать, сказать, вот тут такая проблема, решите ее. Я скажу: окей, извините, пожалуйста, что так произошло, да, не увидели, решим. А вот когда на меня сливают эмоции, я этого, конечно, вообще не понимаю и считаю, что также и продавец не должен делать этого. Ну, или исполнитель, да. Третье из моей триады главных таких вот принципов – это брать на себя ответственность. Самое худшее, как по мне, это считать себя всегда лучше других, считать себя непонятым гением, недолюбленным, недооцененным аудиторией. И что еще плохо? Издеваться над чувствами тех, кто предъявляет вам претензию. То есть как-то иронизировать, еще что-то. В принципе, что тут объяснять? Это понятно, что это ненормально. Да, вы можете быть охуенным, вы можете действительно делать крутое дело, но никто не обязан вас поддерживать, никто не обязан вас ценить, никто не обязан ваше дело за свой счет продвигать.
вы можете только наработать вот эту вот любовь аудитории постепенно, своими честными, разумными поступками. Они будут, люди, за вами наблюдать, и вы сможете наработать такое отношение к вам. То есть вы не можете выйти и сказать «я охуенный», и все должны вам поверить. Такого не должно быть никогда. Да, вы можете себя похвалить. Можете написать: смотрите, я сделала, например, мейк, и он мне так нравится. Я так старалась над ним. Так можно написать. Или вот выставляюсь на выставке. Так довольна оформлением стенда. Мне кажется, все так красиво. То есть это одно. А выйти и сказать: здрасте, я самый лучший, самый крутой, покупайте у меня кукол. Или, не знаю, что угодно. Ну, это вызывает у людей отторжение. Это никогда не вызовет никакого уважения к вам. Да? Это всегда вызывает отторжение и дискомфорт. Если вам предъявляют прямые претензии, вы должны прямо на них отвечать. Вы не должны хранить молчание, вы не должны иронизировать, вы не должны шутить. Если обвинение вполне конкретное, с доказательствами, вы должны также конкретно ответить, если вы дорожите своей репутацией. Вот. Я тут могу привести, не знаю, наше видео про проклейку. То есть, да, мы узнали, что вот такая ситуация, хотя это было не публичное обвинение, но вот мы узнали, что такая ситуация происходит, вы можете посмотреть в группе моей литейной. Вот. И мы записали ответ. Да, может быть, мы там тоже сказали про то, что нам тяжело работать, еще что-то, но это не большая часть видео. Мы описали главную суть процесса, мы описали, что такое проклейка, почему мы ее делаем, именно нашу. Описали ее плюсы, минусы, провели тесты, показали факты. И привели ответ, почему мы считаем, что-то пошло не так там у владельцев кукол, да. То есть мы дали вполне исчерпывающий ответ. Так и должно быть. Ваш ответ должен быть достаточно понятным, четким и исчерпывающим на любую конфликтную ситуацию. Ну и, наверное, не самое важное, но тоже существенное – это ваше лицо. Как вы выглядите, как вы общаетесь, как вы взаимодействуете, как часто вы выходите на публику. Вы не обязательно должны быть публичной личностью. Если вы какой-то там автор кукол, например, не обязательно вы должны быть публичной личностью. Но если вдруг вы хотите решить какой-то конфликт, выйти публично, ваш вид должен соответствовать. Я уж не знаю, да, понятно, что все могут выглядеть как хотят, но судят по одежке до сих пор, к сожалению. И это важно, потому что, например, про Милену поговорим опять, про ее видеообращение с объяснением всей ситуации, меня покоробило лично сразу. Хотя я достаточно терпимый человек ко внешности, ко всему вообще. То есть, как бы, как хотите, так и будьте. Но тут конфликт назревал много дней, да, он варился сам в себе, потому что публичных ответов было мало, публичных объяснений было мало. И тут человек записывает вроде бы видеообъяснение, которое он очень обещал, и выходит видео, у которого обложка, это Милена, вот так в развалочку сидит, с обувью на диване. Извините, в России это тоже как бы считается моветоном. Вот. Ну и с выражением лица понятно каким, что типа все тут глупые. И как только я увидела эту обложку, я поняла, что ничего хорошего от этого видео ждать не надо. Вот. И, собственно говоря, да, так и произошло, и люди обратили внимание на внешность. И осуждать внешность нельзя, да? Ни лишний вес, ничего. Я абсолютно не поддерживаю такое, и я говорю не об этом. Я говорю именно о манере держаться, о какой-то общей картинке, об общей позе, да. Это язык жестов, это считывается людьми просто вот на раз. То есть человек посмотрит на другого человека, он уже считает его отношение к себе, его манеру держаться, вот все такое. Поэтому многие учат, например, как в деловом общении, там, правильно себя вести, как двигаться, вот это все. Но мне кажется, тут уж даже как необразованный человек бы понял, что в таком виде выходить неправильно. Вот. Именно вот с такой позиции, ну, это разозлит людей. То есть это не то, что вы не можете так делать, но вы должны понимать, что это разозлит людей, которые так уже кипели несколько дней. Я тут могу вспомнить, не знаю, извинятельные водолазочки после вечеринки Ивлеевой. Ну, как бы это уже мем, это уже шутка, но это правда. Когда вы извиняетесь, когда вы решаете какую-то ситуацию, когда люди злы, вы должны уделять внимание тому, как это будет подано. И нет ничего плохого в извинятельной водолазочке. Наоборот, достаточно хорошо. Ну, вроде я все рассказала. Я вроде шла по сценарию, но что-то я в процессе начала говорить от себя и немножко потерялась. Вот. Надеюсь, все перечислила. В принципе, это то, что всегда помогало мне. Те принципы, которые старалась я соблюдать. И мне кажется,
Это такая прям база, знаете, это основа честного дела, которая вам поможет. Что именно пошло не так у Милены, мы, наверное, уже не узнаем. Хотя вдруг она расскажет. Я не желаю ей ничего плохого, не желаю, чтобы она закрылась. Я, кстати, у нее брала интервью в самом начале ее деятельности на территории кукол. Это было 2 года назад. И тогда мне показалась она милой, веселой девушкой, и мне тоже хотелось с ней пообщаться, еще что-то сделать. Вот. Но вот как все обернулось, и мне кажется, так обернулось не намеренно, а просто из-за того, что человек был не готов к такому большому бизнесу, и, может быть, немножечко переоценил свои возможности, да, переоценил свои, не знаю, ментальные возможности. Вот так и произошло. Но страдают реальные люди, страдают люди, которые заплатили свои деньги большие, и такого тоже быть не должно. И самое главное, что после подобной ситуации, когда она вылилась в такой конфликт, доверие подорвано окончательно. Я не думаю, что очень много людей будут после этого заказывать у Милены кукол. А при том, что если бы все было сделано правильно изначально, да, если бы когда начались проблемы, про них стали честно рассказывать, и их стали сразу же решать, это, наоборот, могло бы стать плюсом для магазина и для бизнеса. То есть люди бы говорили, да, у них были проблемы, но они смогли их решить. И они были с нами на связи, они нас поддерживали, и они были честны с нами. И это только бы увеличило доверие к магазину. А то, как произошло все сейчас, я считаю, что люди вправе требовать назад свои деньги, требовать возвраты, даже если прошло 3 месяца, да, как Милена говорит, что 3 месяца это еще не срок, но уже репутация подорвана, уже люди вправе требовать свои возвраты, но тут еще непонятно с юридической части, как все законно, незаконно. Как я понимаю, чеки не выдавались, ИП оформлено на другое лицо. То есть, скорее всего, это даже не совсем магазин, да, не совсем все законно. Но это уже будут разбираться, если будут правоохранительные органы. Вот. И если как бы возвратов людям не будет, я считаю, они вправе и писать заявление, и идти в суд, и, в принципе, требовать ответа. Потому что несколько месяцев – это достаточный срок, чтобы подождать, да, оказать кредит доверия и дать возможность продавцу решить свои проблемы. Все, больше мне говорить нечего. Не знаю, надо ли было это записывать. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях. Пока-пока.